Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у меня для вас обзор нового для меня продукта. Новая торговая марка гель-лаков. С этой торговой маркой я еще не работала. Первый раз вместе с вами ее тестирую в этом ролике. И вот эти вот цвета, которые с блестящими пигментами, мне понравились очень и очень сильно. Как обычно, ссылочку на эти гель-лаки ищите в описании. Выкраску видите на картинке, то есть я от вас ничего не прячу, можете посмотреть, как плотно ложатся эти оттенки. Если вас интересует мое личное мнение, то, по моему мнению, хорошие двухслойнички. Вот эти вот гель-лаки с блестками меня покорили просто всей душой, я с ними, потому что блестюшки я очень безумно люблю. Все остальные оттенки тоже довольно красивые. Единственное, два плотных цвета, они полупрозрачные, но обычно у чистых цветов вот такая вот витражность присутствует во многих торговых марках, поэтому это вполне даже ожидаемо. Хотя темно-зеленый оттенок, который на типсе показал себя прозрачным, на руки, как вы потом увидите в дальнейшем, лег просто замечательно. В идеальное состояние на руках он улегся в тоненьких два прозрачных слоя. Итак, сегодня у нас на коррекции наша злобная совушка Марина. Совушка относилась замечательно, нигде ни сколов, ничего, никаких потрепанностей на ней обнаружено не было. Она бы еще ходила, если бы не отросла на пол ногтя. Ну и зная, как вы любите всякие разные вот такие вот моменты с опилом, я решила опила вам в этом ролике оставить побольше. Вот весь вот этот вот душещипательный момент спиливания самого персонажа, любуйтесь, наслаждайтесь, злорадствуйте. Далее, как обычно, делаем коррекцию. Ее я в этот ролик вставлять не стала. Почему? Потому что решила показать вам подробненько дизайн. Дизайн сегодня будет очень интересный, не переключайтесь, досмотрите до конца, потому что там много интересных неожиданностей. Мы используем несколько интересных приемов, о которых я вам расскажу. Итак, как обычно, в два слоя перекрываем наши ноготочки. В данном случае мы решили использовать все оттенки зеленого цвета, которые были у меня от этой торговой марки. То есть здесь вот такой вот телесно-зеленый, нет, пастельно-зеленый, вот, правильнее сказать, пастельно-зеленый, темно-зеленый, и плюс еще два желто-зеленых оттенка, которые очень близки друг к другу по цветовой гамме. Именно этими цветами мы и будем сегодня работать. Покрываем ноготочки. Основным цветом у нас будет светло-зеленый, темный зеленый пойдет у нас под дизайн.
Далее белой гель-краской или гель-лаком прорисовываем для себя геометрические узоры. Почему белым? Потому что, смотрите, у нас довольно-таки темный зеленый фон. И если мы яркими цветами будем рисовать на таком темном фоне, к сожалению, они у нас немножечко потеряются, потому что темный фон их забьет. А белый подмалевок не даст потеряться оттенкам, сделает их дополнительно еще более светлыми, еще более насыщенными и яркими. Именно для этого мы подмалевок в данном случае и используем. И теперь двумя оттенками, близкими друг к другу зеленого цвета, как я вам говорила, да, такой желто-зеленый и слегка горчично-желто-зеленый, мы делаем перетяжку цветов. То есть перетягиваем цвет, чтобы у нас получился плавный переход. То же самое омбре, градиент, кто как хочет, тот так и называет. У нас получается такой вот интересный элемент, в котором цвет как бы перетекает из одного оттенка в другой. В квадратных элементах делаем таким образом, чтобы у нас оттенок темный был посерединке. В вертикальных элементах делаем просто омбре из одного цвета в другой. И так повторяем на всех наших заготовочках. Для чего это делается? Обратите внимание, что изменение оттенка добавляет глубину и объем. Ведь мы всегда с вами уже знаем, кто у меня давно на канале, тот уже выучил, что чем темнее цвет, тем он кажется глубже. Чем светлее оттенок, тем он кажется ближе к нам. Поэтому вот такое вот изменение оттенка слегка проваливает объем в наших элементах. Хотя, в принципе, можно было сделать контраст еще ярче, то есть какой-то цвет сделать либо еще светлее, а второй оставить такой, либо затемнить глубокий цвет, чтобы получился более яркий контраст между светом и тенью. Тем временем мы прорисовываем тем цветом, которым покрывали ноготочки, дополнительные геометрические узоры на наших дизайнах. Что нам нужно? Нам необходимо сделать вертикальные полоски, желательно одной ширины по всей длине. В общем, накидали для себя подмалевков, причем на подмалевках нам не нужно слишком следить за чистотой контуров, за ровностью линий. Все это мы будем поправлять на этапе прорисовки. И вот теперь черной красочкой прорисовываем все наши элементы таким образом, чтобы они были максимально чистые, чтобы скрыть все изъяны поверхности, чтобы вскрыть какие-либо неточности, неровности по формам. Все это мы закрываем черной краской. А теперь окончательный штрих для того, чтобы добавить нашему дизайну изящества, яркости, контраста. Мы добавляем еще буквально парочку тоненьких белых линий. Кроме того, что мы добавили тоненьких белых линий, я еще решила в уголке основных деталей расставить маленькие беленькие точечки для того, чтобы подчеркнуть движение своих фигур.
Вот, собственно говоря, на этом и все. Нам осталось перекрыть наш дизайн финишным покрытием, хорошенечко просушить, намазать маселком нашу кожу, убрать маселком пыльку на коже и отпустить довольного клиента домой. Марина в этот раз осталась без блесток. Марина в этот раз блестки не захотела сама, она готовится к Новому году, тренирует свое терпение. Я же вам напоминаю, что ссылочки на все материалы вы найдете в описании. У меня на сегодня для вас все. Всем спасибо за внимание. Встретимся в новых уроках. До новых встреч. Пока!